Айоу, чуваки, вы на канале Айдо, и это мой первый видос, так что я надеюсь на вашу поддержку и оценку всего происходящего. Если видос зайдет, то будем пилить еще. Итак, пока будущие сайтамы готовятся окунуться в мир викингов, я по-быстрому веду вас в курс дела. Глядя на прохождение одного из летсплейщиков, я заметил, что докачав прыжок до 100 уровня, герой стал прыгать где-то на 2-метровую высоту. Ну и логично в моей голове возник вопрос: что будет, если качнуть рукопашную атаку на максимум? Возможно, герой сможет наносить урон больше, чем от обычного оружия. Может быть, сможет руками ломать дерево или камень. Ну или убивать огромных гоблинцев, используя лишь один удар. Конечно, возможен вариант, что я просто потрачу несколько дней своей жизни зря, но типа я и так не трачу их. К тому же я могу оставить здесь возможность поддержать меня, в таком случае и вообще время будет потрачено не зря. Итак, я сразу отбросил вариант с обычным прохождением и прокачкой, убивая мобов, потому что навык качается даже если просто бить дерево. Именно оно и станет нашей жертвой. Потом я построил рядом небольшой домик, чтобы ночевать там, но по факту я не спал там ни разу. В конце видео поймете почему, ну и тренировки начались. В одной руке я держал смартфон с открытым ютубом, а второй кликал клавиши мышки. Первые уровни качались довольно быстро, и ничего интересного не происходило, так что я просто перемотаю это время. Здесь стоит сказать, что снимал я не постоянно, на моем жестком диске вряд ли бы хватило на это места. Я не использовал читов для мгновенного апа уровня, можете поверить мне на слово, или просто проверить, не лгу ли я, самому сев играть и прокачать рукопашку на максимум. У вас уйдет приблизительно столько же времени, сколько ушло у меня. Итак, после достижения 50 уровня мне захотелось опробовать удары кулаками, посмотреть, насколько повысился урон. Ну, такое. Чтобы как-то разнообразить эту нотку уныния, предлагаю вам немного тонкого британского юмора. Твоя бывшая. Можно качаться дальше. Здесь я мог бы забить экранное время, рассказав вам о моих впечатлениях об аниме, увлечениях, отношению к играм в целом и конкретно к самой ненавистной мною игре – Киберпанк. Но я думаю, это лишнее. Просто пропустим время до достижения 99 уровня. И вот здесь я уже пошел на хитрость. Чтобы не сидеть все время перед монитором, я скачал себе софт, который имитирует клики, и мог наконец насладиться чашечкой отборного черного кофе из местной забегаловки, пока перс занимался рукоблудием. Ну разве это можно назвать как-то по-другому? И вот 99 уровень. Здесь я не буду делать нарезок, а просто ускорю видео в несколько раз, чтобы вы увидели своими глазами, сколько времени качался один уровень. И в этот момент я сам не поверил своим глазам. Это свершилось. Прошло где-то 4 дня. Счетчик онлайна в игре достиг отметки в 60 часов, и дело было сделано. Здесь начинается самое интересное. Или нет? Я слепил самую простую одежду, чтобы не умирать от пары ударов, и пошел испытывать мою суперсилу. Первая жертва – самый слабый моб. О да, детка, теперь можно вообще не крафтить оружие. Ну окей. Вот этот момент меня уже насторожил. Если самый слабый моб падает с 2 ударов, то вся затея видео катится в тартарары. Кстати, на прокачку до 100 уровня я потратил вот столько-то игровых дней. На время написания сценария я сам не знаю, сколько я потратил. А если один игровой день это вот столько-то минут, то в общем на данный ролик я потратил, да, столько времени. Надеюсь, вы уже влепили лайкосики, написали в комментарии эпопею по моему бесцельно потраченному времени. Ну, а я забил и пошел в черный лес, чтобы нагнуть его жителей, используя только свои руки. Да ты чё? Ну и в самом начале, когда я снимал этот ролик, я предвкушал, как пойду бить огромного синего тролля голыми руками, но урон вы видите сами. Я справлялся чисто на скилле. Скилле, да. Поразносил пару ублюдков, пока не наткнулся на особо сильную тварь, очевидно сбежавшую из Vice City, потому что у нее была 2 звезды розыска. Ну и я поддал им.
Ну, пацаны старались, но моя суперсила... И на этом приключения закончились. Так, я сказал закончились. Сайтама получил люлей, и оказалось, что его фуловый скилл рукопашки вообще ни на что не годится. Разве что... Да, все оказалось уныло. Я потратил несколько дней своей жизни. Но вы прошли этот путь со мной. Спасибо. Бейте в колокола, подписывайтесь, подкидывайте идейки для видео. Буду рад воплотить лучшие из них. Слышь, пацан, или может не пацан, подпишись, не ленись на канал, лайк поставь, если что он выглядит, будто палец, который направлен вверх. Быстро подписался.